В этом видео вы узнаете, что такое верификация, когда вы с этим столкнетесь, а вы обязательно с этим столкнетесь. Узнаете о том, как пройти верификацию и продолжить успешно работать на Upwork. И даже такое, что делать, если вы не прошли верификацию. У меня есть несколько друзей, которые так поступили, поэтому будет интересно. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей Злотник. Кто меня не знает и впервые меня видит, я фрилансер, работаю на Upwork уже около 7-8 месяцев. И на этом YouTube-канале, собственно, делюсь своим опытом, своей дорогой, своим путем, показываю, как я все это проживаю от первого заказа и до сегодняшнего момента. Так что, если вам интересно, заходите. А сегодняшнее видео у нас на тему верификации. Если вы это смотрите, значит для вас тема эта актуальна, поэтому будем пошагово двигаться. Друзья, перед тем, как снимать видео, я немножко посмотрел информацию в интернете и хочу вам сказать, что я был очень удивлен, потому что на эту тему информации практически нет. На русскоязычном пространстве очень-очень-очень всего мало. Конечно, на англоязычном есть определенное видео на YouTube, но очень-очень всего мало, поэтому я думаю, что это видео будет максимально полезным вам, дорогие друзья. Итак, что такое верификация? Верификация на Upwork – это обязательный процесс, который вы должны пройти как новичок, чтобы подтвердить свою личность, подтвердить свои навыки, подтвердить, что вы тот человек, за кого вы себя выдаете в своем профиле. Когда вы с этим столкнетесь? Вы столкнетесь с этим обязательно, 100%, в двух случаях. Либо перед первым заказом, то есть вы начали общаться с клиентом, вот у вас начнется контракт, и вам блокируют профиль и говорят, что вы дальше ничего не можете делать, пока не верифицируете свой аккаунт. И второй вариант, это уже после того, как вы сделали проект, ваш аккаунт блокируется, вы не можете выводить деньги, ничего не можете делать, подаваться на другие работы также, пока не верифицируете свою личность. Как это проходит? В двух словах, вам необходимо созвониться с командой Upwork, с человеком, который представляет Upwork, и ответить на несколько вопросов. В принципе, ничего сложного здесь нет, можете не пугаться, но все-таки, знаете, уведомлен значит вооружен. Итак, что нужно знать, чтобы успешно пройти верификацию? Я помогаю многим ребятам переходить на фриланс, и в моем опыте уже много кейсов, когда люди прошли верификацию, либо не прошли, поэтому могу сказать одно, что уровень вопросов часто зависит от того, какой уровень английского вы поставили. Вот, например, у меня был друг, который поставил уровень английского Basic, то есть он может просто в письменной форме изъяснять свою речь и понимать заказчика. Соответственно, когда он проходил верификацию, у него спрашивали очень-очень простые вопросы. Как тебя зовут? Назови свою фамилию, где ты живешь и номер телефона. Любой человек, который хоть немножечко разбирается в английском языке, сможет продиктовать свой номер телефона. Поэтому в этом случае верификация проходится очень легко. Но я заметил, что был один парень, который указал уровень английского Basic, но все равно ему задавали вопросы посложнее. Вот, поэтому здесь как бы это теория, это не подтверждено никакими фактами, вот чисто из моего опыта. Я, например, проходил верификацию, у меня сразу стоял уровень conversational, то есть я могу вести переговоры, вербально обсуждать какие-то проекты. Вот. Ну и следующий уровень это fluent, то есть ты свободно разговариваешь на английском. У меня был conversational. Еще по поводу того, какие вопросы вам задают вопросы исключительно по вашему профилю. Вы созваниваетесь с человеком, да, и он говорит, смотрите, сейчас эта верификация продлится всего лишь 2 минуты, я сейчас посмотрю ваш профиль и задам вам несколько вопросов. И он действительно, и он или она действительно смотрят ваш профиль, и вопросы все идут исходя из того, что они там увидели. Например, если вы, вот как у меня был WordPress-разработчик, да, то у меня спросили, что такое HTML. Ну не что такое HTML, а как расшифровывается по буквам. Да? Вот. Или, например, у ребят спрашивали, какими программами пользуется дизайнер, чтобы создавать какие-то там макеты. Это, в принципе, базовые вещи, но не всегда могут быть базовыми вещами. Да? Вот, например, меня еще спрашивали, что такое W3C, W3C. И кто знает, кто занимается веб-разработкой, должен понимать, что W3C, это я так ответил, не знаю, как в Википедии написано, но это глобальная организация, в которую входит Google, в которую входят большие-большие корпорации, которые диктуют веб-стандарты. То есть это корпорация, которая диктует веб-стандарт. Примерно такой вопрос. Это не сильно уже базовый и элементарный вопрос, но все же он по вашей специальности. Поэтому первая рекомендация, которую я вам хочу дать, это внимательно заполните ваш профиль без никакой фальши. Конечно же, можно немножко приукрасить, но вы должны понимать какие-то основы, почему вот это делается здесь, а вот это делается здесь, почему логотип рисуется в фотошопе, а не в Paint, понимаете, да? Чтобы вы не выглядели глупо, а выглядели уверенно и как будто вы специалист в этой области. Второй момент, на который вам нужно обратить внимание, я советую вам рассматривать Upwork как реального работодателя, потому что, знаете, многие рассматривают Upwork как, это какой-то
это сайт, где я найду работу. Нет, ребят, Upwork очень серьезно относится к фрилансерам. Где-то даже слышал, что Upwork не любит фрилансеров, любит клиентов. Поэтому, как бы, будете вы там работать, не будете. Ну, это я, конечно, утрирую, но все же. Вот, поэтому относитесь очень серьезно. Вы должны быть специалистом, у вас должен быть хорошо заполнен профиль, и вы должны быть осознанным в том, что вы там написали, и то, что вы делаете, да, это должно все совпадать. Это вторая рекомендация. Ну и, конечно же, будьте уверены в себе, будьте уверены в своих силах. Если у вас как-то плохо с английским, напротив вас сидит человек, он не робот, вы ему скажите: извините, у меня английский не очень хорош, в принципе, он поймет и не будет уже сильно там какими-то сложными фразами вам говорить. Поэтому рекомендации такие: будьте уверены в себе, относитесь к Upwork очень серьезно и старайтесь ничего сильно не приукрашивать. Конечно, на начальных этапах можете в портфолио не свои работы добавлять, это нормальная практика, однозначно, но вот навыки, которыми вы обладаете, работы, которые вы хотите делать, это максимальное внимание, окей? Окей. И последний момент, который я обещал рассказать в этом видео, это что делать, если не прошел верификацию. К сожалению, есть такие люди, и в таком случае вас блокируют навсегда. То есть Upwork вам присылает сообщение, что извините, вы не имеете права больше никогда работать у нас. Вот, ну, конечно же, наша русская, украинская душа такая вот интересная, и мы можем немножечко обманывать, вот. Я расскажу о своих друзьях, которые так поступали, и, может быть, кому-то из вас это будет полезно. В целях безопасности я, конечно, не буду называть имен, потому что их могут заблокировать, но, опять же таки, есть у меня один знакомый, который зарегистрировался, который уже взял заказ, сделал его, и тут, когда он уже готов закрывать контракт, его блокируют аккаунт, ну, то есть замораживают, не блокируют. И говорят: друг мой, пройди верификацию, пожалуйста. Он проходит верификацию, я ему все рассказал, я проконсультировал, вот, он проходит и, к сожалению, не может ответить на вопрос. Ну, всякое бывает. И вот не ответил на вопрос, они ему присылают сообщение, что: друг мой, извини, но ты больше не имеешь права здесь работать. Конечно, это печальная новость, и если вы были намерены серьезно начать карьеру на Upwork, тут через пару недель вам говорят, что вы никогда не можете работать здесь, соответственно, это очень печально и грустно, поэтому что он сделал? Это было очень интересно и неожиданно. Пускай, давайте имя, пускай Владимир, я придумаю имя, это Владимир. И у него был аккаунт Владимир, та-та-та. Его заблокировали, и что он делает? Он создает абсолютно новый аккаунт. И называется абсолютно по-другому. Но вы должны понимать, что Upwork вас в любой момент может попросить прислать фотографию со своим паспортом. И, соответственно, вы чужое имя не можете использовать, да? Вот, он указал Владимир, его заблокировали. Что же делать? Он указывает Вова. Это же его имя, да? Он указывает Вова, он регистрируется на другой телефон, на другую почту. Полностью все делает почистую, все фотографии, все заменяет, чтобы никак нельзя было понять, что это тот же Владимир. Вот, и опять ему можно работать. И он потом опять проходит верификацию. На этот раз он уже подготовился немного побольше, узнавал всякие нюансы и прошел верификацию успешно. И сейчас он работает и счастливый, и такой бегает. Поэтому, друзья, если у вас какая-то подобная ситуация, то можете рискнуть, кто не рискует, тот не пьет шампанского, рискнуть и создать новый аккаунт. Конечно, это нарушение правил, и если вас поймают на этом, то вас заблокируют еще раз, и это будет жестче. Но, ребят, я всегда на канале своем пытаюсь давать ценность людям, и вот это такой незаконный метод, да, но метод, который может улучшить вашу жизнь, который может помочь вам выйти на эту биржу и все-таки стартовать, и все-таки начать работать и зарабатывать деньги. Поэтому рискуйте. Спасибо вам, друзья, надеюсь, что это видео вам было полезно. Итак, я рассказал вам, что такое верификация, когда вы с этим столкнетесь, на что обращать внимание, и даже рассказал о том, как обойти правила и что делать, если вас заблокировали во время верификации. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Если вам понравилось, поддержите меня лайками. Конечно же, если вы не подписаны на канал, то не забудьте этого сделать, потому что я стараюсь показывать свою историю развития и как я начинал, как я вот двигаюсь, и я однозначно буду все показывать и рассказывать без никакой фальши, без никаких секретов. Спасибо вам, друзья, за просмотр и до скорых встреч в новых видео. Пока-пока.